Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную и глубокую тему, а именно карма вашего текущего воплощения. Почему текущего? Безусловно, у всех у нас были прошлые реинкарнации, будут будущие, и неважно, верите вы это или нет, мы, конечно же, живем здесь и сейчас, поэтому наша задача сделать вашу жизнь максимально комфортной. Итак, давайте же разберем, что такое карма. Карма, само по себе слово, переводится как действие, или иными словами, карма – это закон причинно-следственных связей. То есть на любое ваше действие есть отдача, есть противодействие. Соответственно, то, что вы отправляете в социум, во Вселенную, какие энергии даете, те энергии вы получаете взамен. Это если так совсем банально, на пальцах. Но прежде чем, скажем так, смотреть ваши общие базовые задачи, безусловно, вы должны понимать, что наиболее правильный и точечный ваш кармический расчет можно провести, исходя только из ваших индивидуальных данных. То есть это время и дата вашего рождения. Это может провести астролог, кармолог, нумеролог. То есть вы можете к ним обратиться за такой задачей. Ну а сейчас мы просмотрим базовые принципы. Базовые принципы тоже никто не отменял, потому что несмотря на то, что вы абсолютно все разные, но тем не менее вы отрабатываете основные базовые задачи. А там плюс-минус еще у каждого подтягиваются свои дополнительные узловые точки. Вот сегодня базовые моменты и будем разбирать. Перед тем, как посмотрим каждый из домов, озвучу вам основные критерии, с которыми вы пришли в это воплощение, в эту жизнь и что вам необходимо выполнить. Что мы здесь видим? Ваш знак зодиака соответствует аркану умеренность в колоде Таро. То есть если мы будем с вами рассматривать, неважно, хоть классическую английскую школу, хоть французскую, то есть это у нас аркан умеренность, аркан гармонии. Если смотреть в целом, то вы у нас отвечаете за 9-й дом. Что такое 9-й дом? 9-й дом – это у нас дом духовности. Это дом, который указывает в первую очередь на развитие, на интеллект, на поиск своего пути, потому что 9-й дом – это точка духа, дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий, дальних перемещений. Это, в принципе, ваше мировоззрение, это философские убеждения, это все, что связано с вопросами высшего образования. Вот в этом во всем вы находите отдушину, вы находите гармонию. Почему? Потому что чем сильнее вы расширяете свой кругозор, чем больше вы изучаете, чем больше вы путешествуете, познаете новое, культуры, города, страны, законы, нормы, какие-то традиции других народов. Чем больше вы перемещаетесь, тем больше у вас разгорается огонь внутреннего пламени. То есть для вас это необходимо как жизнь, как вот подпитка вашей энергии, как, знаете, как второй прием пищи. Потому что для вас вот это вот новшество, ощущение свободы является ведущим. Это дает вам гармонию, это дает вам баланс, и как следствие вы уравновешиваете ваше пламя. Оно в этом случае не обжигает других, а дарит другим теплоту, какую-то поддержку и дает очаг. Поэтому вам изначально рекомендовано по мере ваших временных и финансовых возможностей очень часто менять картинку, смена обстановки. То есть это могут быть поездки выходного дня, это могут быть дальние путешествия, дальние страны, может где-то там месяц-два пожить в каких-то других регионах. Вам вот это кардинально важно. Вот эта смена картинки. Опять же, вы представители того класса, который всю жизнь учится. Это второе высшее образование, третье курсы, мастер-классы, тренинги. Причем вы можете как обучаться сами, так, допустим, кого-то обучать. Плюс вас интересует законы мироздания. Это постоянно что-то копать, это находить истину в философских убеждениях, чтобы в первую очередь дать ответы на те либо иные вопросы самим себе. Ну и почему говорю, это карта гармонии, найти баланса? Основной посыл вашей жизни, вам крайне важно ощущение свободы. В чем же заключается эта свобода? Что для вас является наиболее значимым в этом вопросе? Как бы это сейчас банально не прозвучало, я знаю, что многие работают по найму, но у вас или должен быть такой график, который вы можете сами курировать, желательно подстраивать под себя или объем работы, или впоследствии на каком-то этапе жизни вы должны понять и осознать и уходить
в свободное русло, в свободное плавание. Потому что вы категорически не терпите, во-первых, руководства над собой, вы не терпите каких-то ограничений. И для вас крайне важно, ну, знаете, вот эта позиция по жизни «хочу халву, ем, хочу пряники». То есть вы можете впахивать, как лошадь, некий период времени, там неделю, 2, месяц без остановки, просто на износ. А потом неделю, 2 или месяц также релаксировать. Но вот это ощущение свободы и понимание того, что вы сами себе хозяин, оно для вас исконно важно, исконно значимо. Далее, то, что касается вопросов личной жизни и взаимоотношений. Нельзя говорить про всех, но могу сказать так, порядка 30% представителей знака зодиака Стрелец, вы крайне увлеченные натуры и действительно можете кем-то увлекаться, на кого-то эмоционально переключаться, у вас кому-то может быть влечение. Повторюсь, не все, порядка 30%. То есть не в обиду, но у вас из крайности в крайность. Либо вы верны и верны до гроба, либо, как говорится, сгорел сарай, гори и хата, и, как говорится, во все тяжкие. Вот это, конечно, вам свойственно. Итак, будем с вами разбираться с вашей кармической задачей, о чем она вам говорит и что вам необходимо делать. Итак, Стрелец у нас это знак вдохновения. По сути, если вот все, как я говорю, вы получаете ту свободу, отсутствие ограничений действий, вы всегда чувствуете себя великолепно. Вот в то время, как, допустим, другой представитель знака огня, лев, он ощущает себя царем, то вы точно знаете, что вы должны выполнить задание, которое дано высшим я, Богом, Вселенной, микрокосмом, макрокосмом, называйте как хотите. Но вы чувствуете, вот, что есть кто-то великий, кто ведет вас к высоким целям. И вы неизбежно проходите через периоды безверия, когда вы будете думать, что существование не имеет смысла, или жизнь вам будет казаться пресной, мучительно скучной, потому что вас очень сильно убивает рутина, вас убивают ограничения. Ну что значит ограничения? Ну, допустим, не знаю, там у вас пожилые родители на плечах, которые вы досматриваете, или, может быть, очень много маленьких детей, и у вас нет свободы действий, и вам некому в этом вопросе помочь. Вот это вас очень сильно угнетает. Но именно в эти времена вы должны научиться видеть добро в окружении, в себе, в социуме и в жизни, потому что ощущение бессмысленности может вызывать депрессию, но в то же время оно вам указывает, в чем ваша цель и ваш смысл. Одна из основных ваших кармических задач – это побороть свою страсть к удовольствию. Ешь, пей, веселись – вот типичный девиз для стрельца. Когда вы будете парировать и говорить «я не так, я крайне стабилен», поверьте, я тоже знаю разных стрельцов, у меня в окружении достаточно таковых, и я понимаю, что вы действительно абсолютно разные. Есть стрельцы, которые крайне стабильны, ты удивляешься, почему не характерно, да, проявлений таких черт для стрельца. Могу сказать, что у этих людей в большей степени выражен асцендент, потому что если вы исконный стрелец, то это все. Это друзья, это встречи, это какие-то поездки, это организация мероприятий. То есть вы в этом всем. Это, знаете, как жизнь, как сплошная анимация. То есть встречи, тусовки, общение с друзьями, пойти вместе на спорт, куда-то вместе поехать. Вы без этого не можете жить. Вот. Ну, это ваша составляющая жизни. Поэтому вот если вы исконный стрелец, вот это действительно ешь, пей, веселись, это ваше стремление. Вы считаете, что достойны самого лучшего и стремитесь умножать удовольствие в жизни. Это правильно. Но когда ваша жизнь начинает состоять только из одних удовольствий, вы забываете об истинных ценностях и начинаете верить в то, что в себе ни в чем нельзя отказывать. То есть у вас как бы срывают планку, и вы не видите никаких ограничений, и это может пагубно сказаться в первую очередь на ваших взаимоотношениях в личной жизни и в окружении с вашими близкими. Так вот, есть великая мудрость в том, чтобы всегда верить в успех, да? Но не меньшая мудрость в том, чтобы воспитывать в себе умеренность, умение отказываться от каких-то желаний. Это вот как сразу предвкушая ответ на ваш вопрос, почему ваш аркан называется умеренность. Почему нужно вам гасить ваше чрезмерное пламя? То есть во всем в вашей жизни должна быть мера. То есть когда-то веселимся, когда-то работаем. То есть у вас не должно быть перекосов или перегибов. То есть умеренность в еде, умеренность в питье, умеренность в гуляниях. То есть во всем стараться
сохранять вот эту вот тоненькую грань. Понятно, что в любом случае, как у всех людей в жизни, у вас могут быть перегибы, то плачем, то смеемся, но старайтесь все равно держать баланс. То есть для вас это крайне-крайне важно. И самое лучшее для стрельца – это создать для себя жизнь, в которой будет присутствовать достаточно свободы. В каком контексте я вам озвучила. Кстати, вот у тех 30%, которые, как я говорю, во все тяжкие, да, которые вот не могут определиться, у которых много связи на стороне, вот чтобы избежать этой ситуации, если вы хотите стабильный союз, для вас будет приемлем формат гостевого брака. Потому что, как это странно бы не прозвучало, вы можете уставать от второй половины, даже от ваших самых любимых детей, от ваших чад. Или у вас должна быть такая работа, чтобы вы, не знаю, были в командировках или какой-то период длительный отсутствовали дома. Тогда у вас постоянно приезд домой, это будет как ощущение новизны. Вот в этом случае для вас это будет присутствовать достаточно свободы. Потому что если этой свободы нет, вы... знаете, как не сможете спокойно пережить те неизбежные в жизни любого стрельца времена, когда вы не можете делать то, что хотите. Вы будете срываться. Это будет проявление огня в агрессии, в конфликтах, в напряженности. То есть вы своим огнем будете испепелять свое окружение. Будь то близкие, будь то коллеги, будь то друзья. То есть вы будете как спичка вспыхивать, взрываться на ровном месте. А почему? Потому что вашему пламени не дают разгореться. А разгореться оно может только тогда, когда у вас достаточно свободы и вы сами курируете свою жизнь. Иногда это действительно так. Нужно иногда плюнуть на обстоятельства и продолжать идти к своей мечте. Но обычно в основе такого ощущения это неправильное восприятие мира. Вот именно в те времена, когда вы ощущаете себя максимально несвободными, вы должны освободить себя изнутри, соединиться со своей внутренней свободой, выбрать позитивное отношение к жизни в условиях внешней несвободы. То есть когда вы чем-то ограничены, будь то там вахтовый метод работы, или, как я говорю, у вас какие-то обязательства перед близкими, и вы вынуждены, да, находиться в таких условиях, в таких рамках. Этот опыт научит вас понимать, что настоящая свобода всегда внутри самого человека. Это важно понять, принять, осознать и, самое главное, проработать. Поэтому, мои стрельцы, хорошие, вот такая у вас кармическая задача. Это если рассматривать основные базовые моменты. Ну а мы сейчас пройдемся с вами по узловым точкам. Будем смотреть, что же для вас является исконно важным. Итак, первый дом. О чем здесь идет речь? У вас здесь ложится туз пентаклей. По тузу пентаклей, о чем здесь говорить? Все прекрасно. Что такое первый дом? Первый дом – это вопрос в первую очередь нашего самоопределения, нашей самоидентификации, потому что этот дом у нас отвечает за нашу внешность, внешний облик, конституцию, манеры, темперамент, характер, то, как вы воспринимаете себя и ваш тип самовыражения в социуме. По тузу пентаклей эта позиция, боже, ну что здесь можно добавить, если я идеален или я идеальна? Здесь все супер. То есть у вас, вот у кого, у вас нет проблем с самооценкой. Исключение здесь может только составлять самооценка у женщин. Почему? Я потом объясню, когда мы будем просматривать весь кармический круг. Но вот глядя на эти карты, почему говорю сразу для женщин? Давайте хорошо, забегая наперед. Если женщина всю жизнь себе в чем-то отказывала, в себя не вкладывала финансы, или, как знаете, есть такое выражение, нет некрасивых женщин, есть недофинансированные, вот тогда ваша самооценка будет ниже плинтуса, и вы же всю жизнь будете прогибаться про кого-то. Вот для девушек и женщин ваша основная задача – это все в себе любимо. Это не значит, что вы должны забить на своих детей, на своего супруга, на свое окружение, но вы не должны жертвовать своими хотелками, своими планами или своими целями в угоду кого-то. И если на повестке дня стоит вопрос или задача купить себе, не знаю, там платье или спиннинг супругу, то вы покупаете себе платье, а супруг уже должен сам как-то позаботиться о том, чтобы вам хватило и на платье, и на спиннинг. Но это так утрировано. Потому что вот здесь, в этом случае, у вас действительно могут быть проблемы. Во всех остальных случаях, особенно для мужчин, эта позиция «я красавчик».
я красавчик и плевать на всех и вся. Но у вас на самом деле здесь мощная харизма, энергетика, поэтому по тузу пентаклей здесь все в порядке с самоидентификацией, определением себя в социуме и самовыражением. Если мы с вами будем просматривать второй дом, что здесь по второму дому? Второй дом у нас здесь ложится рыцарь монет. Поскольку второй дом у нас отвечает за точку возможностей, а это наши ресурсы, имеется в виду именно энергетика. Внимание, сейчас к этому вернемся. Это имущество, доход, бюджет, благосостояние. Это вопрос наличных денег. Это источники доходов и виды трат. Это, в принципе, та материальная база, с которой вы приходите в этот мир. Ну, как карма ваших родителей, то есть через судьбу ваших родителей. Вот то, что они накопили, то есть то, что вы получили. Так вот, рыцарь Пентаклей, по сути, говорит о том, что финансовый план вашей жизни стабилен. Да, безусловно, все зависит от ситуации, что посеешь, что пожнешь, то есть сколько вложили, столько и получили, потому что здесь все пропорционально и равно энергии вашего огня. Вот сколько вы вложили в работу, в реализацию, в ваше дело, в ваше развитие или в вашу карьеру, вот такой баланс вы и получаете. У вас значение баланса, оно будет откликаться по всем сферам жизни. Но финансовых проблем я у вас здесь не вижу. Потому что деньги зачастую могут приходить, неважно, из разных источников. То ли вы сами заработали, то ли вам дал инвестор, или вас одаривают какими-то дарами, там, партнер, партнерша. Но с деньгами, если смотреть, ну, то есть вы всегда находите выход из ситуации, как эти ресурсы достать. Смотрим с вами третий дом. Что по третьему дому? По третьему дому здесь ложится рыцарь мечей. Это называю я попасть вам под горячую руку. Почему? Потому что что такое третий дом? Третий дом – это вопрос коммуникации. То есть вас с окружающими, то есть с родными, с соседями, с близкими родственниками, братья, сестры, приятели. То есть это, иными словами, круг вашего повседневного общения. Конечно же, этот дом также у нас отвечает за обучение, то есть это начальное среднее образование, это курсы, мастер-классы, это всякие вебинары. Опять же, это движение, то есть поездки на короткие расстояния, командировки и так далее. Ну, во-первых, карты показывают, что вы максимально подвижны, вы любите быть в движении, вы любите этот хаос, вам это необходимо. Поэтому если работа будет с передвижением, с командировками, для вас это в чем-то как идеальный вариант. Если будем рассматривать вопрос коммуникации с вашим окружением, вот здесь есть проблема, потому что если перейти в формат личных границ, вы не просто вспылите, вы за словом в карман не полезете, вы отрежете, как говорится, по самое не балуйся. Это первый момент. Но и тут есть такая еще палка о двух концах. Рыцарь мечей – это также вопрос критики. Вы можете очень субъективно относиться к вашему окружению, иногда не то чтобы ни за что критиковать человека, а я бы сказала быть излишне предвзятым кому-то. Но это вопрос, повторюсь, субъективного восприятия человека и взаимодействия ваших энергий. Но проблемы здесь я не вижу острые. Вы хоть и вспыльчивы, но вы отходчивы. Анализируем с вами четвертый дом. О чем здесь у вас идет речь? По четвертому дому здесь ложится шестерка монет. Что такое шестерка монет? Поскольку у нас четвертый дом – это точка происхождения, это наш фундамент, на который вы опираетесь, с которого начинается ваше восхождение от молодых ногтей и вверх, да, по социальной лестнице, потому что именно в этом доме у нас закладывается основа будущих социальных побед, которые у вас найдут самовыражение от 4 через 10 дом, через дом социальности. Что такое четвертый дом? Дом, который у нас отвечает за семейные корни, родительский дом, собственный дом, недвижимость, родину, семью. О чем здесь говорит шестерка монет? Во-первых, вам всегда нужно помогать своим близким финансово. Мать, отец, не знаю, может быть, иногда финансово детям, то есть дать какой-то старт в жизни, потому что вам будет воздаваться старицей. Шестерка монет – это то же самое соответствие, как весы. Если вы помните, в классической колоде прорисовка, там как раз монеты и весы в руках. То есть, что посеешь, что пожнешь, или сколько вложишь, столько получишь. Это первое. Дальше. У вас может идти хорошо ресурс, если вы каким-то образом будете напрямую либо косвенно заниматься вопросами недвижимости. Почему? То есть, земельные участки, недвижимость, перепланировка, строительство, купля-продажа, аренда, субаренда, гостинично-ресторанный бизнес –
Все, что напрямую или косвенно связано с подрядчиками по строительству, там, ремонту, обустройству, дизайну, это все вам будет приносить доход. Опять же, дистанционная работа на дому может приносить доход. И для вас дом, ваша родина, это место силы, потому что шестерка монет это то, где вы получаете возврат энергии, вашу силу, ситуацию там, где вы напитываетесь и ощущаете мощный прилив энергии, то есть источник сил. Поэтому задумайтесь над этим. Если, кстати, вам нужно наполниться или отдохнуть, это нужно как некоторый период побыть дома. То есть вас, ваши родные стены тоже греют. Если будем рассматривать с вами 5-й дом. Ну, кто бы сомневался. Сейчас объясню почему. Вот здесь ложится аркан смерть. Поскольку у нас 5-й дом – это точка влечений, это наши прихоти, это удовольствие, это игры, развлечения, это творчество, азарт, искусство, успех, слава, это дети. По 5-му дому проходят любовники, любовницы, там, любовные связи, увлечения. О чем здесь говорит смерть? Смерть – это когда вам сложно трансформировать эту ситуацию и отпустить этот момент, жить все время на веселе, красиво, роскошно, в удовольствие и ни в чем себе любимым не отказывать. Потому что смерть – это какая-то трансформация. Вы здесь не готовы трансформироваться. Понимаете? Ну, давайте смотреть, как вам прорабатывать эту карму по 5-му дому. И как я говорила, вот у 30%, у тех, которые во все тяжкие, то вот эти вот загулы для вас могут вылиться проблемами со здоровьем. Поэтому имейте здесь в виду. Смотрим, как прорабатывать эту узловую точку по 5-му дому. Что же здесь у вас? 10 монет, 7 чаш и иерофант. Все-таки пытаться быть более традиционными. Первооснова для вас все-таки должна быть семья. И пытаться наполнить жизнь, сделать полную чашу, реализовать все свои замыслы и мечты именно в партнерстве, в официальном браке, потому что ложится жрец. То есть, иными словами, вы должны подбирать себе такого партнера, в чем-то такого же безбашенного, который будет соответствовать всем вашим требованиям, критериям, исполнять все ваши прихоти и желания, и тогда у вас не будет потребности искать кого-то на стороне или искать такую новизну. Потому что ваш партнер вас будет зеркалить и давать вам то, что вы хотите. Вот это основа. Смотрим с вами 6-й дом. О чем здесь будет идти речь? По 6-му дому. Итак, 6-й дом у нас здесь ложится аркан справедливость, она же правосудие. А вот здесь внимание. Почему? Потому что 6-й дом у нас точка силы. И основными ключевыми понятиями для этого дома у нас является ежедневная рутинная работа. То есть исполнение служебных обязанностей, забота о здоровье. Это, в принципе, повседневные заботы, это взаимодействие с подчиненными и с вышестоящими. Это акцент на домашних животных, это вопросы самочувствия, болезни, лечения и так далее. Так вот, о чем вам здесь говорит аркан справедливость? Первое. Если мы будем с вами разбирать вопросы здоровья. Справедливость вообще это сама по себе карта диагностики. То есть у вас априори, как в порядке вещей, понятно, что это все упирается во время и в ресурсы, но раз в полгода, раз в 1,5 года полный чекап-лист по вашему здоровью. Потому что, к сожалению, энергии вашего знака показывают, что вы можете в свое время пропустить какую-то важную болячку, важное заболевание. Вот чтобы этого не случилось по аркану справедливости, мы делаем полный чекап-лист по здоровью, и если есть какие-то нюансы, соблюдаем полные рекомендации врача по протоколу лечения. Если мы смотрим вопросы работы, карьеры, неважно, вы наемный сотрудник или у вас свой собственный бизнес, это должно быть официально, то есть легитимно. Никаких теневых схем, потому что это будет бить вам по ситуации, и потом у вас будут очень-очень большие проблемы и будет отток денег. Опять же, то, что касается справедливости. Слишком скрупулезно и предвзято, педантично относитесь к своей работе. С одной стороны, это супер, это классно, но также вы таким образом относитесь и к вашим подчиненным. И вот здесь выходит конфликт, нашла коса на камень. Понятно, что все мы хотим качества, все мы хотим доступности работы, но, к сожалению, не все люди такие, как вы. Вот это важно понять, принять и осознать. И здесь
пытаться как доходчиво, другими методами, без конфликта, научить их качественно выполнять свои задачи и свою работу, чтобы и вы были довольны результатом. Ну, допустим, не знаю, там ваш заказчик, ваша клиентская база, ваше руководство и так далее. Потому что здесь по аркану справедливость показывать, как вы делаете, что вы делаете, почему важно именно в таком контексте выполнять объем работ. Давайте посмотрим, как еще нужно вам пройти этот кармический узел. Что необходимо здесь делать? Что мы видим? 8 чаш, королева мечей и 10 жезлов. Во-первых, перестать субъективно относиться к людям, перестать судить, осуждать или критиковать, потому что по 8 чаш вызовите только недовольство, натянутые, напряженные взаимоотношения, и по факту по 10 жезлов все будете тянуть на себе. То есть да, ваша задача в чем-то указать на промахи, на какие-то косяки в работе, но когда мягко. Хотя да, я понимаю, что, допустим, если это мужской коллектив, там без мата не обойтись, и вряд ли вы там очень мягко и нежно доносите информацию. Но могу сказать так, даже если вы там в матерной форме доносите конструктив, чтобы это не было перехода на личности. Потому что иногда этого не замечая, вы можете ранить человека, и вместо помощи и поддержки можете нажить себе здесь врага и человека, который будет вам вставлять палки в колеса. Смотрим с вами 7-й дом. О чем здесь идет речь? О чем идет речь по 7-му дому? 7-й дом у вас здесь ложится рыцарь мечей. Я прошу прощения, не рыцарь мечей, паж мечей. Я оговорилась, паж мечей. Так вот, о чем говорит этот аркан? Боже, прошу прощения, я сегодня вообще заговариваюсь. Это 8 мечей. Что такое 8 мечей в 7-м доме? 8 мечей – это указание на ограничения. Ограничения какого плана? Здесь, если смотреть, то 7-й дом у нас отвечает за следующие вещи. Это дом партнерства, дом брачных отношений или же дом, который отвечает за партнерские взаимоотношения. То есть это деловые партнеры и личные партнеры. Также по этому дому могут проходить открытые враги, конкуренты. То здесь эта карта говорит о, знаете как, по ряду причин. Если это враги и конкуренты, это люди, которые будут поставлять палки в колеса в развитии ваших дел, ваших проектов, каких-либо предприятий. Вот сейчас даже дотянем, посмотрим. Паж пентаклей, 6 пентаклей и отшельник. То есть здесь, если смотреть по этим арканам, это делать все для того, чтобы вы в одиночку выруливали или разруливали проблемы, искали финансовую помощь или поддержку, то есть вам не будут оказывать это содействие. Если же мы будем брать вопрос деловых взаимоотношений, то вы здесь можете быть завязаны на партнерском союзе, то есть развитие бизнеса или дела не будет зависеть только от вас, то есть знаете, как такое рука руку моет. И без согласования каких-то действий вы не можете двигаться дальше или развивать ваш бизнес, ваше дело. Если мы будем смотреть вопрос личной жизни, если смотреть вопрос личной жизни, то что мы здесь видим? Колесо фортуны, 6 мечей и 3 мечей. Здесь сама по себе ситуация, когда вы можете делать ошибку в жизни изначально, некорректно выполнять кармическую задачу, поспешно принимать решения о создании отношений, как следствие тем самым разбиваете себе сердце. Потому что вы ведетесь на импульс, вы не прощупываете ситуацию. У вас может быть изначально сексуальное влечение, все, и вам кажется, что любовь, затуманен рассудок, а по факту, если мы будем смотреть и анализировать, вы понимаете, что любовью здесь и не пахнет. И когда вот эта пелена влечения спадает с глаз, у вас ситуация разбитого сердца, потому что как бы в отношениях вы завязаны, а вы понимаете, что не то пальто. Вот в этом есть проблема. Поэтому здесь нужно конструктивнее подходить к созданию союза, взаимоотношений, партнерских связей, в особенности к брачным отношениям. То есть для вас по умеренности человек вам должен соответствовать абсолютно во всем. Быть идеальным по всем критериям, по всем параметрам, которые для вас важны, иначе это потом выльется в большие проблемы. В частности, как я говорю, в загулы или постоянный поиск идеального партнера или партнерши. Если мы будем с вами смотреть 8-й дом, что по 8-му дому? У нас здесь ложится 5 мечей. Вот проблемная ситуация, будем тоже раскрывать и смотреть почему. 8-й дом у нас точка границы, или дом, называем его жизни и смерти.
Так вот, он отвечает за материальные ценности, финансовые дела вашего брачного или делового партнера. Он отвечает за, в принципе, общие капиталы, наследство, страховки, завещания, нотариальные дела, вопросы преобразования, продолжительности жизни, за оккультные способности, за тайны, за сексуальные контакты. Итак, давайте рассуждать, о чем же здесь говорит пятерка мечей поэтапно. Если вы уходите в оккультизм, в эзотерические практики, вам всегда этого мало, и вам хочется большего, и как следствие вы уходите в ритуальную практику с целью, ну, простите меня, делать кому-то пакости. То есть у вас тут начинается перегиб, потому что вот нет умеренности. То есть тут уже не просто хочу защищаться, а хочу насолить тем, кто чем-то меня обидел. Поэтому внимательно. Это таким образом можете нарабатывать себе негативную карму. И если смотреть вопросы личной жизни, поскольку у нас это отвечает за материальные блага вашего партнера или партнерши, и вот здесь самый важный критерий. Если у вас изначально неправильно подобран партнер, как я говорю, на импульсе, да, когда пошла сексуальная тяга, то из-за этого партнера у вас в жизни будут финансовые проблемы. Потому что, смотрите, вот ось 5-8 домов, и в этом случае вам придется впахивать, тогда будете как лошадь, для того, чтобы и тянуть из себя свои финансовые задачи и финансовые задачи вашего партнера или партнерши. Это очень важно. То есть это для многих взаимоотношений, уж простите за такие сравнения, когда партнер может там не просто выпивать, знаете, быть таким хроническим алкашом, там, наркоманом, игроманом и так далее. Поэтому вот здесь у вас вот эти вещи взаимосвязаны. Или если меня смотрит мужчина, то это девушка, которая будет все спускать. Это проблема шопоголизма. То есть, знаете, как я говорю, все вслепую. Повторюсь, если неправильно подобран партнер. Поэтому в этом случае у вас эти партнеры идут по карме, чтобы вы осознали ценность, чтобы вы соблюдали баланс и выбирали партнера не по импульсу сексуальной тяги, а уже полностью прощупав, проверив его на чувства, на отношение к вам, на поступки и на то, что вы ощущаете к этому партнеру. Если мы будем смотреть деловых партнеров, потому что это дом чужих денег, что здесь? Ситуация, когда партнеры могут кидать на деньги. Увы, но факт, это как бы такой вот кармический момент, который нужно будет понять, принять. Вы скажете, как же этого избежать, как себя от этого убезопасить, да? Посмотрим с вами, что же здесь. Рыцарь монет, 7 монет и 7 жезлов. То есть, во-первых, здесь не должно быть полностью, знаете, как вливаться только ваш капитал. Это либо в лучшем случае 50/50, либо основная масса капитала вашего партнера. А вы, допустим, выполняете какую-то административную часть, там курируете, делегируете, и из этого получаете свой процент от бизнеса. Но это, повторюсь, это касается бизнес-взаимоотношений. Если смотреть взаимоотношения работников по найму, ну, то есть здесь это могут быть просто какие-то неточности или ситуация, когда вас эксплуатируют и платят вам 3 копейки. Вот об этом может тогда идти речь. А в остальном, вот если вы хотите себя обезопасить, еще раз говорю, или вы вкладываетесь в дело 50/50, или основную долю вкладывает ваш бизнес-партнер, а вы курируете эти вопросы. Смотрим с вами. И прошу прощения, не договорила вам по поводу вопросов смерти. Что здесь? Что такое 5 мечей? Это смерть внезапная, смерть насильственная или смерть по глупости. Поскольку у вас основной ведущий аркан умеренность, то это по вашей глупости. Когда вы в чем-то где-то накосячили и создали прецедент, ну, допустим, кого-то кинули на бабки, ну, простите, естественно, приехали и вас там взяли за бар и прижали к стенке. Это первый нюанс. И когда у вас нет умеренности в питье, в сексе, потому что это то, что будет вас убивать. Вот умеренность и баланс – это основа вашей жизни. Вы должны это просто понимать. Вот так. Сложно, я понимаю, но как есть. Опять же, для кого-то это курировать свою потребность в игромании, в ставках, в азарте. Я понимаю, что тяжело многим с этим справиться, но здесь уже это будет вопрос к гипнотерапевту и получать от него помощь.
Смотрим с вами 9 дом. По 9 дому здесь двойка чаш. Ну, тут все прекрасно. Почему? Потому что вы отвечаете за 9 дом. Это ваша стихия, это ваша стезя. Еще раз вам напомню, что такое 9 дом. Это точка духа. То есть дом интеллектуальной жизни, религия, вера, путешествия, поездки, иммиграция, мировоззрение, философские убеждения, высшее образование. То есть это ваше, вы от этого напитываетесь. Вы можете часами что-то изучать, разные материалы, литературу. То есть вас что-то зацепило, где-то какая-то идея, вы, не знаю, сутки убьете напролет, но вы докопаетесь до истины и найдете то, что вам нужно. Потому что это ваша энергия, вы этим живете. Здесь проблем у вас никаких нет. Смотрим и анализируем с вами 10 дом. Что же у вас по 10 дому? 10 дом, здесь ложится туз жезлов. Прекрасная карта. Я думаю, тут в этом даже нет сомнений, потому что это ваша стезя. 10 дом – это точка цели. Это дом профессионального, социального успеха, карьеры. И это дом, самая высокая точка гороскопа. Это вершина дома. Или как его называют еще, куспиды домов. Так вот, эта точка, она символизирует устремление, карьерные амбиции ваши, да, без которых вы мало что можете добиться в жизни. Этот дом отвечает за жизненный уровень. Это то, что вы можете по максимуму достичь и в профессии, и в жизни в целом. То есть, иными словами, 10 дом – это карьера, это род занятий, это профессиональные достижения, это успех, это социальный статус, это репутация. По тузу жезлов здесь все прямо пропорционально приложенным вам усилиям. Хотите шикарного статуса, достижений, бизнеса, карьеры, реализации, вам все пассивно, все подвластно. Самое главное – это энергию направить в нужное русло. Не на потреблятство, простите меня, и только на удовольствие, а вот на карьеру, на бизнес, на реализацию. Опять же, социальный статус. То есть вы хотите... Можете быть замужними, женатыми, хотите, можете быть свободными. Туз жезлов, ваша энергия течет в свободном русле. То есть как вы считаете нужным, так вы поступаете. Кстати, если смотреть, анализировать эти карты, туз жезлов и дьявол, вот если смотреть, то у вас здесь есть дети, но могли быть проблемы с зачатием, деторождением. Сейчас объясню. То есть у кого-то могла быть, если смотреть, поскольку 5-й дом отвечает за детей, выкидыш, абортирование или потеря живого ребенка. Уж простите, но у стрельцов это тоже своего рода как карма, отработка кармы. Это как наказание за то, что в жизни в чем-то не было баланса. Вы меня простите, что я какие вещи говорю. Я знаю, что они очень болезненные, они очень ранят, и вы скажете, хорошо сидеть и умничать со стороны. Нет, я просто озвучиваю то, что каждому из нас прописано в жизни, то, что мы проживаем. И вот ваша задача – это грамотно понять, принять и проживать так, чтобы эти проблемы и ситуации устранить. Поэтому 10-й дом, карьера, реализация, успех, ваше все. Здесь вам все по силам, все подвластно, и вам здесь не будет равных. Смотрим с вами 11-й дом. О чем же он говорит? Итак, 11-й дом. У вас здесь ложится тройка жезлов. Вы бриллиант. Почему? Потому что, смотрите, 11-й дом у нас отвечает за точку социальности. Это ваши друзья, это единомышленники, это спонсоры, меценаты, покровители. Это дом исполнения идеи, плана, осуществления надежд, целей, мечты, дом выигрыша, дом благотворительности. И вот тройка жезлов – это окружение, которое вас поддерживает, которое в вас вкладывается, которое готово идти за вами знаете, как по вашему зову, по щелчку. То есть вам легко достать деньги, какие-то инвестиции, вложения. У вас очень много знакомых или друзей, которые помогут, поддержат, подскажут, дадут какие-то связи, рекомендации или помогут вам достичь вашей мечты. Опять же, вопрос выигрыша. Многие говорят, как же мне выиграть? Я всегда вам говорю о законе баланса. У вас это как никогда. Хотите большего притока денег, возьмите себе за основу вопросы благотворительности. Кому интересно, почитайте, изучите в интернете принцип десятины. Вы скажете, что это придумали какие-то идиоты и так далее. Но если вы проверите это у себя на практике, как это работает, вы посмотрите, как у вас будут открываться финансовые каналы, раскрываться ваши возможности. Самое важное, самое главное, вот основная проблема, когда мне говорят люди, я пробовал на себе этот метод, он не работает. Что такое принцип десятины?
Возможно, запишу об этом более глубокое, детальное видео, но в двух словах, то есть вы должны это жертвовать не потому, что жертвовать, что пришли деньги, а от души, с кайфом, с любовью, с такой сумасшедшей энергоотдачей. То есть, ну, фактически, знаете, говорю, плакать от счастья, что вы кому-то помогли. Вот тогда, в этом случае, когда это идет от души, от сердца, вам эта энергия будет возвращаться в сторицей. И ну, в таких количествах, в таких возможностях. Там работа, там пришел бизнес, там просто кто-то подарил какие-то подарки. Там, ну, то есть вам шансы будут идти сами в руки. Мечты или достижения, которые исполняются легко. Проблемы, которые обходят вас стороной. То есть вы этого можете не замечать, не ощущать, но это будет присутствовать в вашей жизни. Поэтому задумайтесь. И смотрим 12-й дом. Что у вас по 12-му дому? О, а вот здесь башня. Сложный аркан еще и в 12 доме. Сейчас будем с вами смотреть, обсуждать и делать выводы. 12 дом – это точка одиночества. По 12 дому у нас тут монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха. Это работа в тюрьмах, в колониях, в приютах. Это работа в закрытых учреждениях, секретных организациях. То есть, потому что основные характеристики 12 дома – это тайны, глубинная память, это вопросы уединения, ограничения свобод, страхи, тайные связи, тайные враги, скрытые болезни, вопросы потерь, оккультных знаний, кармы. Вы скажете, блин, такой широкий спектр, как понять, что здесь конкретно, какая карма? Давайте разбирать. Итак, кто-то, когда в жизни жил, как говорится, на полную катушку и натворил многих делов, может прийти понимание, осознание, что нужно уйти. Уйти в монастырь, в прямом смысле слова, уйти в буддизм, в иную религию. То есть смена религии, смена веры, смена мировоззрения. И здесь как вопрос аскезы, аскетизм. Для кого-то может быть даже в чем-то как отказ от мирских благ. Но повторюсь, это те, кто жил жизнь напропалую. То есть, не знаю, бухал, кололся, гулял, ну то есть там просто оторви, выкинь. Понятно, что это, наверное, касается единичного процента представителей стрельцов, да. Дальше. Действительно, может быть работа в закрытых, изолированных заведениях. То есть будут тюрьма, больница, санаторий, может быть, какие-то военные, не знаю, блоки, учреждения, секретные организации. То есть это все имеет место присутствовать. И если вы спросите, а может ли здесь быть принудительная изоляция, но по принципу, да, отрабатывать карму в тюрьме. Могу сказать, что у тех, кто жил не по умеренности, башня в 12 доме может указывать действительно на вопросы изоляции. То есть у кого-то здесь может быть отсидка. Но, повторюсь, это те, кто вот жили, как я говорила, напропалую. Потому что для остальной массы, если мы посмотрим, 9 монет, 5 чаш и туз жезлов. Здесь это карты, которые говорят о ситуации, что когда у вас идет отток энергии, вам нужно время для уединения. Это, знаете, как отправиться в ретрит или там поехать на острова, побыть в изолированном месте, чтобы восполнить свой энергоресурс. И у многих, как бы это сейчас странно не прозвучало, даже если вы атеисты, поверьте, у каждого здесь свое, это помолиться, пойти в молебный дом, очиститься, постоять, поплакать, там, зажечь свечу, кому-то пойти в мечеть, кому-то пойти в синагогу, у кого-то это просто может быть вопрос медитаций, вхождения в транс и аффирмации. То есть для вас это очищение через обращение, ну, называйте как хотите, к высшему Я, к Богу, то есть что для вас является приемлемым. Но вы понимаете, что это вот, знаете, как намоленные места. Для кого-то это могут быть действительно ретриты по священным местам, как вопросы паломничества. То есть вы поехали по этим святыням, посмотрели, воодушевились, наполнились, очистились. У кого-то может быть краткий период проживания в каких-то монастырях. Или, может быть, даже свой духовный наставник, который может вам оказывать какую-то помощь или поддержку в трудную минуту, как исповедовать, что-то посоветовать, порекомендовать, как говорится, отпустить грехи и, знаете, как облегчить вашу душу. Я понимаю, сейчас в комментариях будет, вот, сейчас не та церковь. Я это прекрасно понимаю, но поверьте, в единичных случаях еще остались действительно те, кто служит этому делу. Таких людей, конечно, сложно найти, но и днем с огнем, но тем не менее они есть. И если вы такого человека в вашей жизни нашли, могу сказать, вам очень сильно повезло.
Поэтому, стрельцы, вот такая ваша кармическая задача. Надеюсь, я вам все детально, подробно рассказала, расписала. Пусть эта информация вам будет во благо. Используйте ее для того, чтобы подкорректировать вашу карму в текущем воплощении, прожить эту жизнь легко, прожить ее достойно, с удовольствием, счастливыми и радостными. Верю в то, что эта информация вам в этом вопросе поможет. Вас я благодарю за внимание, которое вы мне оказали, за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, за ваши подписки. Если вы до сих пор не подписались на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.